ты, не разочаровалась в приемном родительстве? Мгм. Ты открываешь просто монстра. Привели его к дверям опеки, позвонили, чтобы его забрали от двери, развернулись и ушли. Он кричал так, что они не знают, что с ним делать, и система на стороне биологической матери. Ужас от самой себя, я его переживаю. Со мной общаются, как будто я таракан, который вылез из-под плинтуса. Ты хотела усыновить. Было страшно. Дети не трудные, у детей проблемы, трудные взрослые. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Галина Теряева. Вы на неравнодушном канале. Сегодня я расскажу историю приемной семьи, которая живет в Америке. Эта приемная семья не понаслышке знает, что такое возврат ребенка в детский дом. Их приемного сына первые приемные родители вернули. Просто в один прекрасный день взяли ребенка и оставили его у дверей опеки. Что пережил этот мальчик и как восстанавливали и реабилитировали Дэвида, и почему в конце концов они уехали в Америку, я расскажу вам в этой истории. Саша, здравствуй, рада тебя видеть. Да, Ты знаешь, мне кажется, что о твоей семье, о жизни, истории твоей семьи можно уже снять полнометражный фильм, художественный. лучше сериал. Или сериал, С да. женами, да, это будет интереснее. Но начнем мы с самого, наверное, интересного, самого яркого события в твоей жизни. Это встреча с твоим сыном. Я даже не называю ее приемным, потому что мне кажется, что Дэвид — это вот уже твой сын, и даже есть такое ощущение, что уже генетически вы тоже начинаете как-то быть похожи друг на друга. Я считаю, что вот мама и ребенок — это роли, это функции. И я, Мгм. честно говоря, для себя не провожу такое, что вот он был приемным, а теперь стал как будто уже нет. Я не Да. осуждаю такой подход, я не вижу в нем ничего неприятного или обидного для себя, но я внутренне, искренне не могу это разделить. Может быть, отчасти потому, что я сама не являюсь биологической мамой ни одному ребенку, я эту разницу просто не в состоянии понять. Как ты встретила Дэвида? Как ты узнала о нем? Мы окончили с мужем, на данный момент бывшим уже мужем, приемную школу родителей, примерно за 9 месяцев до того, как мы встретились с Дэвиком. И мы знали, что процесс встречи иногда занимает годы. Мы знали это из рассказов тех, кто с нами учился, из рассказов директора школы приемных родителей. Но сами, конечно, мы как-то знаете, это все про кого-то, у нас будет по-другому. Не было вот этого ощущения, что нам придется годами ребенка искать или мы не могли это понять и прочувствовать, что значит так-то. Да. Собственно, так и случилось. Мы только-только получили документы в опеке о том, что мы имеем право быть опекунами и усыновителями. Это я обзванивала все учреждения и не могла получить ни одного свидания. А что, детей, Саш, детей не было? Или что? Мне говорили, что на него уже выдано направление, и его свидание с ним организовать нельзя. Если кто-то пришел и подал направление, уже очередь. Поскольку я звонила уже большое количество, была в некотором состоянии такого фрустрации, тревоги повышенной по этому поводу, позвонила директору школы, Наташа ее зовут, Дима, и она сказала, что же вы молчите, что вы получили документы, вот есть мальчишка. Все, и мы договорились о встрече, и, собственно, 27 июля мы уже с ним повстречались. Саш, все-таки такое дополнение, наверное, для наших зрителей. Интересно, сколько лет вы пытались забеременеть, сколько лет вы пытались родить кровного ребенка? Мне было 36 лет, в браке я с 2004 года была на тот момент, сколько лет надо посчитать, сколько лет. Так, и узнали о том, что есть такой мальчишка, и вам назначают встречу, правильно, с ним? Да, мы едем за сыном, да, то есть мы... Вы едете... Первый единственный ребенок, который встретился, да, и мы едем. У меня мурашки по коже, да. На тот момент его биологическая мама не была лишена прав, она сидела в тюрьме, его можно было взять только под опеку. С такими детьми всегда риск, что как только человек выходит из тюрьмы, этот человек может просто взять и забрать, и никак ничего. Он был изъят из семьи 8 месяцев, то есть не то, чтобы он ничего не помнит, никакой привязанности, ни о чем речи быть не может вообще. Для него это вообще чужой человек, которого он знать не знает. И, конечно, вот этот страх и ужас во мне очень долго жил.
Это меня... Саша, что еще что было известно вот на тот момент, когда вы ехали на первую встречу? Дэвид родился в семье, ну, прочерк отец, да, ну, был биологической матери и пробыл там до 8 месяцев своих. До тех пор, пока их не задержали, не посадили. А его изымали в присутствии биологического отца, который юридически ему был никто, в ужасных условиях он находился, то есть изымали экстренно уже ребенка. Затем, как любые дети в его возрасте, попадают они в больницу. Их сразу в детский дом никто не определяет. Он провел там 4 месяца в этой больнице. Каких-то деталей, что именно там с ним происходило, я не знаю, только знаю, что он был изъят с рахитом второй степени. Это длительное время. То есть, ну, я надеюсь, что его там подлечили, но как с детьми обращаются в больницах, которые без родителей, понятно. Информации, я думаю, что он там накричался вдоволь как следует. После этого в декабре его помещают в детский дом, и он там проводит ровно год. И в декабре, соответственно, 2016 года его берет семья под опеку. Они не планировали его поменять, они сразу планировали быть только опекунами. И у них хороший большой дом, целая комната там была с игровой, своих 3 детей, такой же мальчишка младший, такого же возраста, 2 года на тот момент. Он с ними проводит 8 месяцев, из которых 4 месяца последних они ездили к психологу, который был им уже, ну, не назначен, конечно, с их согласия от опеки, государства, ну, как вот, как услуга, Да. такая форма. Вот. И они То должны... есть он жил в благополучной семье, Да. в принципе, правильно? То есть хорошая семья его взяла под опеку, Да, то есть супер. они за ним ухаживали, но что-то пошло не так, именно поэтому им пришлось обращаться к психологу. Да. Что-то известно об этом? Что случилось, из-за чего потребовалась помощь профессионалов, так У скажем? него была очень жесткая адаптация, он мог кричать по несколько часов в день, и вот женщина, которая выполняла функцию опекуна матери в семье, она это не могла выдерживать вплоть до обмороков. Но это тоже с рассказом. Он кричал просто так, или что? Или же как бы что-то его выводило из себя, или он просто мог кричать и кричать? Это очень специфический крик, во-первых, как будто ребенка убивают. Это невозможность никак с ребенком договориться, что-то сделать, и он делает только то, что он хочет. И это продолжается довольно долго. Ну, я там не была, мне трудно сказать, что... Но его успокоить невозможно в этот момент. Ну, наверное, это возможно, но это не получалось сделать. А сколько ему-то на тот момент было? Вот с 2 до 2,8 получается он. С 2 лет. Декабрьский, да. То есть они его не могли успокоить, они не могли его как-то вот в правильное русло, да, направить. Понимаете, тут проблема, мы как-то все время, когда обсуждаем, мы все время говорим, что вот ребенок кричит, как будто с ним только проблема. Проблема всегда... Да, Да. у ребенка полное расстройство привязанности, называется депривация. Ребенок не имеет значимого взрослого фактически с рождения. То, что Да. с ним происходило с его 0 до 8 месяцев, когда его изъяли, это большой вопрос, потому что, как следует из материалов дела, его биологическая мама кололась героином, начиная с его 3 месяцев, и когда ее задержали, ее доза доходила до 5 раз в день. Поэтому как она, что там, ну, понятно, да, он мог днями лежать один и только кричать. Это был его единственный способ физиологически возможное общение с миром, и способ, который хоть как-то заставлял хоть кого-то обратить на него внимание. Потом 4 месяца в больнице, где также нет никого, значимого никого. Плюс год в детском доме я была там, я видела этих женщин, и, ну такой, знаете, как в фильме ужасов побывал, вот когда страшно. Не потому, что там стены, нет, там все очень миленько, все очень опрятно. Но как они разговаривают, что они врут тебе в глаза, и вот это я не знаю, что там происходило, понимаете? То есть у ребенка, считайте, с рождения не было вообще никого, чтобы, ну, сказал, с тобой все хорошо, да, и защитил. Соответственно, он всю эту боль, которую он не может высказать словами, он совершенно не соображает еще, что с ним происходит. Он маленький, ему 2 года. Конечно. Нет никакого аналитического аппарата. Он пытается состояние просто выложить. И в ответ на это он встречает агрессию, непонимание, недовольство, срывы, да, но она не могла справиться с этим, она не понимала, что происходит, она была совершенно не готова к этой адаптации. То есть ожидания у нее, видимо, по поводу приема ребенка были какие-то другие. Конечно, однозначно были другие. Я здесь могу только предполагать, это мои мысли вслух, да, я не
не Господь Бог, чтобы видеть насквозь, но я предполагаю, что она думала, что они такие благодетели, вот есть игровая, вот есть сводный, или как правильно, Ну да. братка такого же возраста, вот они будут играть там, и вот она также точно будет ухаживать за ним, как Мгм. это. И когда мы говорим о проблеме, да, у ребенка есть проблема, но такая же проблема у взрослого. Взрослый хочет, чтобы ребенок его слушал. Взрослый хочет, чтобы ребенок понимал, что от него хотят. Взрослый хочет, чтобы ребенок действовал так, как взрослый придумал. А ребенок плевать на это хотел, у него нет никаких границ. То есть, смотрите, когда мы с Дэвиком встретились, это был июль, да, во Мгм. дворе уже было, он ел землю, он ел камни, он бежал на своем беговеле, его надо было ловить, потому что он мог просто упасть с любой горы. Он бежал, ел, лил. То есть не было границ ни в чем вообще. Он не понимал, Мгм. что надо остановиться хоть где-либо. Вот он сок наливает, он будет наливать, пока все не зальет. Вот. И так было во всем. Если он начинает кричать, он не понимает, сколько времени он кричит. Саш, и вот я представляю, что испытывала, какие чувства испытывала та приемная мама, которая не могла с этим совсем справиться. И она искала пути выхода, правильно? То есть она нашла психолога, который занимается с Дэвидом, правильно? Они хотели его Мгм. несколько раз. И опека пыталась их остановить и предложить им варианты. То есть вот эта Мгм. работа с психологом, это не был ее шаг как ответственного такого взрослого, да, это Да. скорее была попытка соответствовать социальным нормам и ожиданиям и не сделать каких-то резких движений, чтобы они что-то там, ну, то есть она хотела это сделать, но не понимала, что она не могла это сделать. Мгм. Там же еще был папа на той стороне, который имел Да. достаточно неплохой контакт с ним, но он возвращался вечерами. Да, я глубоко и сочувствую, потому что она оказалась в тяжелейшей ситуации осуждения и самоосуждения, осуждения обществом, опека на них давила, я знаю. Вот. Но, в общем, это было нехорошо. Важно сказать, как его вернули. Они должны были Мгм. лететь в Черногорию всей семьей. Мы сделали загранпаспорт, он знал об этом. Он очень мало говорил, мало слов, но было из того, что он написал, было понятно, что он знал, что он должен был лететь на море. И они в последний день, 30 июня, привели его к дверям опеки, позвонили, чтобы его забрали от двери, развернулись и ушли. И, да, и он кричал так, что они не знали, что с ним делать. Он кричал несколько часов, вопил. Они вызвали скорую, скорая поставила ему укол, и укол не подействовал. И вот тогда, чтобы что-то сделать, они позвонили этому психологу, которая с ними работала, чтобы хоть кто-то, кого он знает, приехал. Вот. Мгм. Она приехала, и, собственно, в этот момент укол подействовал на пляг. Она быстро заполнила документы, которые достаточно для временного этого опекунства, там упрощенная процедура, вот, чтобы Мгм. не возвращать его в систему, тем более в таком состоянии, потому что ему грозило просто, ну, для детей с отклонениями, а дальше пны и как бы все. То есть Понятно, да, дальше уже прям да. разбираться никто не стал, что там здоровый ребенок, как бы глубоко травмирован, Мгм. которого просто жестоко, ну, Мгм. вот, и она его взяла. Ну, наконец-то смог выдохнуть. О, как же, сколько же он перенес-то, а? И она с ним осталась. То есть психолог, получается, взяла Давида на тот момент Да, чтобы искать ему семью, да, под временную опеку. да. Так, и как у нее сложились отношения, и не хотела ли она ну, потом взять ребенка на постоянную опеку, так скажем? Я не знаю, чего она хотела, но у нас Мгм. были сложности с ней. Связано это было с тем, что она много говорила неправды, которую было легко проверить. Она была в таком состоянии, которое мешало нам нормально провести наш процесс. Она не соглашалась на платных врачей очень долго, говорила, нет, там вот в своих поликлиниках, а там это все неделями ждать. И вот эта Мгм. попытка сделать как бы все по-своему, как-то не совсем в интересах ребенка и в общей ситуации, она, конечно, была нам непонятна. Саш, ты помнишь тот момент, когда вот все, Дэвид, да, он уже с вами, вы втроем, Дима, ты и сын, и вот началась вот эта жизнь. И Конечно, какой она давай, вот как расскажи, какой она была, и, как ты себя ощущала в роли матери? Для тебя же это было впервые. 29 августа мы его забрали, все со всеми документами. Вот расскажи, как он себя вел. Все интересно, мальчишка есть мальчишка. А, он бесконечно сосал палец.
Вот так вот. Причем, когда я смотрю сейчас на детей, которые даже иногда не по возрасту сосут палец, да, Мгм. для меня это все равно тревожный знак. Я к этому не отношусь, что Да. это ерунда. Нет, это не ерунда. Вот. Мгм. Но он сосал это так, что мне становилось реально очень страшно и жутко, потому что это было ритмично, это было многочасовое. Потом он брал тряпочки, любые мягкие тряпочки, Мгм. и совал их себе в глаза. Все время запихивал их себе в глаза. Он мог залезть в коробку или там, ну, мы какие-то домики строили, что-то это, спрятаться, его невозможно было оттуда никак вот это, ну, вытащить. Мгм. Он мог подойти и сильно ударить, закричать, что ему больно, сказать: Отстань, уйди, не трогай». То есть ты не понимаешь, что с ним происходит, и это все для тебя не мотивировано. Мгм. Никаких внешних, его никто не обижает, его никто не, там, не дай бог, там, ну, физически чего не делает, да. И это может происходить часами. Вот этот крик, который он кричал первые 8 месяцев дома, когда к нему никто не подходил, не ухаживал, не кормил, ничего, до рахита довел. Это и 4 месяца в больнице, это год в детском доме, в котором я вообще не знаю, что там с ними делать. Мгм. А детский дом Мгм. был для деток с нарушениями. Не потому, что ему диагностировали, у него никогда не было диагностировано никаких умственных нарушений в карте, а Мгм. потому что в таком возрасте их распихивают куда придется. Просто Да. как это все. Потом Мгм. вот эти 8 месяцев токсичных отношений, 4 из которых его постоянно пытались вернуть. Вот такой Мгм. возврат. Ну что ему еще делать? Он разговаривать не умеет, он ничего не понимает. Почему эти люди взрослые меняются? Почему? Да. Ну, он абсолютно в зависимости Да. от отношений. Он может только кричать. И вот первое, что я поняла, это надо его отучить сосать палец. Потому что это психическая вот эта вот привычка Мгм. телесная. И Да. эта капелюшка лежит в кровати. Я его учила класть ручки под подушку, вот так заменять. Да. Он на меня смотрит, и как наркоман вот так тянет палец, вот он трясется у него, и он смотрит мне в глаза в это время. Я никогда это не забуду. И мы вот эти за первые 2 месяца мы это убрали. За 2 месяца? А я поставила цель, что мы начнем с этого. Я больше ничего не делала, ну там, не пыталась его учить кричать. Ну, это очень маленький срок, конечно. За 2 Нормально. месяца Но он отучить мне поверил, понимаете? Вот он выбрал. Поверю. Он очень, Мгм. ну, это не только моя заслуга, может быть, не столько моя. Он живчик такой вот. Мгм. Он будет бороться за жизнь и за свое право быть счастливым, так как Мгм. я никаких людей не встретила. Скажи, пожалуйста, Саш, он продолжал кричать? Вот понятно, что от, сосания пальцев вы его отучили. Да. А с криками? Как ты справлялась с криками? С трудом. Я до сих пор тяжело воспринимаю эти крики. Мгм. Ну, сейчас уже это крайне редко бывает, но все равно мальчишка громкий. Помимо криков, это еще было вот это отсутствие границ. Мгм. Это может быть такое красивое выражение и такое, ну да, понятно. Но когда ты с этим физически в жизни имеешь дело, я говорю, Поясни, пожалуйста, что это такое? ну вот мы идем гулять, он все берет в рот, включая землю, камни и так далее. Если он бежит на беговеле, он врезается в людей, в двери, несется так, что он может просто свалиться там кубарем с какого-то опасного места. То есть его нужно а, Мгм. если вот он там взял, для кота платок, мы с ним котенка Да. подобрали, чуть не задавили, долго с нами жил. И он сыпет в унитаз, пока не остановится. И это происходит не раз в день, там, не как вот. Если отдельно взять, ну, ребенок и ребенок, а это происходит вот постоянно, ежесекундно, ежеминутно, это во всем. И у тебя нет Мгм. никакой возможности его остановить, организовать. Он как будто не понимает объяснений. При этом он не глупый. Он просто делает то, что он хочет. Ну, то Вот есть с как. интеллектом все в порядке, ему просто хочется это делать. У него нет понятия, что кто-то может быть авторитетом, что кто-то Мгм. старший, и Мгм. поэтому его надо слушать. Вообще этого нету. И это формировалось очень долго. Вот сейчас мои Саш, ну вот мужем до сих пор это формирует. такая жесткая адаптация. Да. Ты, не разочаровалась в приемном родительстве там в ближайший год после того, как ты взяла Нет, нет, ребенка? нет, я не разочаровалась. Более того, мы с Димой собирались за вторым идти ребенком. Я разочаровалась в какой-то момент в себе. Вот это ужас от самой себя, у меня, я его переживаю. И когда я вижу Мгм. и сейчас даже рассказываю про сложности вот первой приемной семьи его или даже этого временного опекуна, я продолжаю
честно говоря, внутренне, как я, Саша Исаенко, осуждать эти поступки и действия, но я их глубоко понимаю. Не потому, что Мгм. я готова сказать, вы сделали, что могли. Нет, они не сделали, что могли, а потому что я понимаю природу этого состояния. Вот. Ты в Мгм. себе открываешь просто монстра, видишь. Вдруг ты понимаешь, что ты способен на такие страшные чувства, на такие страшные состояния, и ты ничего не можешь с ними поделать. Самое правильное это было идти в терапию, но я не знаю, по какой причине я в нее в тот момент не пошла. Мгм. Это было неправильно, то есть поддержка нужна очень. Плюс наложилось то, что я подала сразу в суд на лишение. Для того, Так. чтобы сложности заняло у меня по лишению, считайте, сентябрь, октябрь, ноябрь, 3 месяца довольно. Мгм. Мгм. Это был прогноз меньше 1% на победу. Вот, то есть это был тяжелейший вообще период моей жизни. Как такое может быть? Ну, мать наркоман. Почему ее трудно было лишить родительских прав? Потому что сидение в тюрьме, если я правильно произнесла это, Да, ну да. мою улыбку просто иногда это и смех, и грех называется. Мгм. А Мгм. нахождение в тюрьме за преступление, факт наркомании и алкоголизма не являются основанием для лишения прав. Это считалось Мгм. на тот момент, что человек попал в сложную жизненную ситуацию. Саш, то есть ты изначально была намерена то есть ты хотела усыновить, Да, правильно, нет, у ребенка? нас Ты не это хотела брать под опеку, тебе важно было усыновление. А, у нас было заключение и на опекунство, и на усыновление. Мгм. И Мгм. то, и другое. Я объясню почему. Когда мы пришли в ШПР, мы не понимали ничего. И я не понимала, зачем брать под опеку, если ты вот пришел в детский дом, взял и усыновил. Я думала, это Мгм. так происходит. Усыновление происходит через Да, суд. И ты вот да. пришел, если у тебя нет права быть опекуном, а только усыновителем, этот ребенок Мгм. тебя может дать тебя в детском доме месяцами, пока дело дойдет до суда, и ты Конечно. сможешь это сделать через Мгм. суд. А под опеку ты можешь взять сразу. И ты его Мгм. юридически берешь под опеку, а потом уже идешь в суд. Ты мне расскажи вот о самом суде, как все это происходило и, как бы Вы чем были это на все заседании закончилось? суда российского какого-нибудь? А у нас было 6 заседаний. И я сделала, во-первых, я дала понять, что я пойду до ЕСПЧ, Мгм. много инстанций. Вот Да. есть Москва, есть Верховный суд, Конституционный суд. Мгм. Да, да, пойдешь до конца. Мгм. И второе, я пошла по пути а, процессуальному. Вот если Мгм. предложено прения сторон, да, я его жду. То есть я изучила, как что должно быть. Я была готова с вопросами, я их задавала. И мне кажется, что вот это было ключевым. Ну, потому что вообще вся система на самом деле построена на том, что в России, по крайней мере, что Мгм. опекуны особенно это люди довольно бесправные, люди, которые мотивацию которых никто не понимает, в которой все Мгм. сомневаются, которые очень опасные. Это вообще зона риска. Зачем они это делают, никому непонятно. Ну, не никому, я Мгм. так уж Ну специально, да, да, да. гораздо. И драть их надо, как сидоровых коз. Вот, и не дай бог, что-то они там хотят. Вот, вообще, ты ребенок не твой, и вот попробуй-ка ты его вообще получи. Вот, ну, примерно так. Мгм. Мгм. Более того, я скажу такую вещь, которая меня лично до сих пор глубоко ранит. Когда я пыталась, когда я готовилась к суду, я пыталась найти психолога, который бы дал заключение, что ребенок в нашей семье чувствует себя безопасно. Я понимала, что Мгм. никакой привязанности речи еще быть не может, слишком мало Да. прошло времени, но какое-то заключение, какое-то наблюдение для суда я хотела подготовить. В итоге я нашла, оказывается, есть такие специальные судебные психологи, которые именно это делают, и у них есть там еще и бумажки все, но это я знать не Мгм. знала об этом. Я думала, любой психолог, да, который Мгм. есть образование. Но я прошлась по нескольким фондам, которых, Так. и мало того, что мне все отказали, и отказали не всегда сочувствием, скажем. Мгм. Вот. А более того, я в качестве напутствия такого назидания слышала неоднократно, что вообще задача любого опекуна – это воссоединение ребенка с кровной семьей. Что это моя должна Мгм. быть первейшая задача, что, кажется, я там Понятно. собралась кого-то лишать, когда я должна, Мгм. наоборот, там всячески Содействовать, да, вообще поставить воссоединению. это, не просто содействовать и не препятствовать, а поставить это приоритетом номер один Мгм. вообще во всей своей истории. И я это как Понятно. понимала, так и не понимаю. Я понимаю, Мгм. что это задача кровной семьи это сделать.
Мгм. Я как человек, там, участвовавший, да, Да. я, конечно, ну, не должна была там какие-то козни строить, да, и вести себя Мгм. не Мгм. нормально или неприлично. Но ставить это своей задачей, я вообще не понимаю, что должно... Ну, простите, я никак не понимаю. Вот. Так. И, соответственно, примерно такая же позиция суда. Ты кто такая? Мгм. Кто такая, что ты здесь делаешь? Вот примерно так. Но мне очень повезло. Мне попалась судья, которая была заместителем председателя. Человек старой закалки, ну, такого уже зрелого, пожилого, может быть, даже возраста. Мгм. Очень такая... Мгм. ну, И вот этот, во-первых, я была без адвоката, и мне кажется, это вызвало в ней первое, ну, может быть, неуважение, но первое, что в ней ёкнуло, да, Мгм. я была а, Без поддержки, да? без Мгм. понта, я бы сказала, без этого, типа, я Мгм. Ну адвокат, да, без спонсора. всем Да. куплю, вот этого у меня не было, первое. Второе, Да. что она увидела, что я знаю правила суда, Мгм. что должно быть зачитано быть, что должно быть произнесено, что я это жду, и я спрашиваю, и Да. я готова. И ключевой момент был, когда я почувствовала перемену в отношении, хотя я ее не добивалась. Я Мгм. не могла вообще, что у меня может быть такая цель. Я как бы Мгм. понимаю так, как есть, вот я в этих обстоятельствах, и все. Но по факту уже, постфактум, я помню этот момент. У нас была видеосвязь с тюрьмой, и она присутствовала на всех заседаниях. Это позволило нам начинать... Мать. Да, Мать. биологическое. Мгм. Это Мгм. позволило нам начинать относительно вовремя, потому что все остальные случаи это можешь часами ждать этого заседания. Да. Тоже Да. повезло, тоже поспособствовало. Мгм. Когда я начала ее спрашивать, во время суда есть такое право у сторон задавать друг Мгм. другу вопросы. Да. И вот после этих вопросов я почувствовала, что судья начала воспринимать дело всерьез. Даже ко мне как к личности отношения, Мгм. к объекту процесса. Да. Да. Просто она поняла, что это дело всерьез. Мгм. Начала Мгм. действовать всерьез. И дальше Да. оказалось, что нет акта изъятия ребенка. Вот такое дело у ребенка. Ну, там большая часть, конечно, это ее уголовное дело, Мгм. но нет акта изъятия. Это важнейший документ. Я Мгм. хочу, чтобы нашли этот акт изъятия. Пригласили того специалиста, который делал изъятие. Она давала показания судье, как там все было. Мгм. И вот этот процесс начался всерьез. И мне кажется, у нее появился какой-то профессиональный, ну, не азарт, ну, каким словом это назвать, да, профессиональный интерес. Мгм. Мы всерьез занимаемся ее вот этим любимым делом, которым посвятила всю свою жизнь. Она поняла, что в случае, если что-то процессуально будет нарушено, я пойду и прежде всего ищу процессуальные ошибки, а это ее профгордость. Да. И вот на этом удивительно Понятно. сошлись. Понятно. Вот на моей вот этой дотошности я настолько правильно выполнила свою роль как истца, и мне кажется, вот этим я вообще появилась у нее как Личность. да, как Как живое личность. существо. Мгм. И потом я Мгм. помню, когда уже на предпоследнем заседании мы посмотрели друг другу в глаза первый раз, ну или она на меня посмотрела, Мгм. и она уже начала слушать, и она уже все, и пошел процесс, вот именно настоящий, неформальный. Мы 6 заседаний разбирались по всем пунктам. Мгм. И, собственно, Саша, что мать говорила вам? ну, Какие у нее были какие-то вообще вопросы? нет, у нее вопросов ко мне не было. Она говорила, ну, такие вещи. У него все было. А что у него было? У него было все необходимое. Что конкретно? Перечислите, что конкретно необходимо у него было. У него было все необходимое. Все, то есть. Мгм. А вот там судья ее спрашивает, вот вы в материалах дела, что вы 5 раз кололись. Да, я 5 раз кололась. Когда вы начали? Когда ему было 3 месяца. Ну, поймите, я хотела это как лечение. Супер. Ее лишили прав. Ей было Ничего. сказано, что она может в этот же день подать в любом виде, в устном или в письменном, хоть по электронной почте, хоть через как угодно апелляцию. У нее есть месяц на то, чтобы это оформить документально. И в этом Мгм. случае суд бы продолжился. То есть это Она не подала она не апелляцию. подала ни в каком виде, да. Саша, после этого она не появлялась? То есть, может быть, не знаю, там в соцсетях или написать письмо или еще что-то? То есть она никак не выходила на связь, мама? Она мне до этого звонила 2 раза в жизни. 2 или 1? Один. Мгм. Нет, 1 раз звонила, 1 раз пришла от нее открытка. Ну, из ее поведения, из того, она тоже на суде была не одна, а с каким-то Мгм. представителем там, в этом, Да, да. который что-то ей там иногда говорила. И я поняла, что все-таки ими занимаются. Это не было Мгм. ее... Она безвольный человек. Понятно. Зависимость.
да, созависимость с мужчиной, который ее во все это втянул. Это же не Мгм. она пошла сама торговать, это же он ее втянул. Ну, понятно, Она, да. покрывая ее, чтобы получить не 15, а 8 лет, не выдала, чтобы не было организованной группировки, что это она. Мгм. Это не Мгм. она. Там воли вообще нет никакой ни к чему. Она в последнее сказала: я просто хочу, чтобы меня отсюда вытащили. Это же не я хочу отсюда выйти, да, то есть Да. ей отдают право на УДО. 1,5 первых года она вообще ничего не сделала, чтобы с ним установить как-то связь. Она ни разу ничего ему не отправила, не написала. Есть информация, что она якобы звонила в детский дом, пока он там был, но мы не смогли это проверить. Это никак Мгм. не опроверг... и опровергнуть это тоже нельзя. Саш, у тебя очень много событий произошло. Ты взяла ребенка, да, а потом у вас что-то стало развиваться с мужем или что-то пошло не так. Что пошло не так? Мужу было сложно там, воспитывать этого сына, или, может быть, ты поменялась в тот момент, и он тебя уже стал по-другому воспринимать. Вот что произошло? Почему все-таки там случился развод? Это никак не связано с приемным родительством. У меня случился мой личный кризис, который мы вместе не смогли пережить. Мгм. И я довольно быстро поняла, что со мной случилось, и пыталась что-то исправить, но, Мгм. но было поздно. Мгм. Я Это поняла. Ну, не мы связано. не будем, Саш, я не хочу углубляться в этот вопрос. Мне интересно, как сын воспринял всю эту ситуацию, потому что ему и так было сложно, да, и так постоянно меняются эти взрослые. Тут вот раз, и теперь исчез отец. Ну, смотрите, во-первых, вся семья, и моя, и Димы, все семейство, скажем так, его приняли Мгм. сразу, быстро и безапелляционно. Его все Мгм. любят, и мы ездили в гости, и много общались. То есть у нас вообще не было никаких сложностей внутри семьи. Это очень Мгм. большой и важный момент, потому что Да. это поддержка, тыл и такое безусловное принятие решения ребенка. Мгм. И это было замечательно. Во-вторых, я повторюсь, он такой живчик, он такой жизнелюб, что он найдет, он очень любит, кайфовать, радовать, Мгм. получать удовольствие, балдеть, веселиться, шутить, дурачиться. И у нас была довольно насыщенная жизнь с поездками, и за границу мы с ним гоняли, и по этому краю родному, и везде. Я старалась не перекладывать на него свои переживания, не искать в нем поддержки, там, не пытаться вот сделать из него Мгм. опору. Я считаю, что это очень вредно для обеих сторон Да. и имеет глубоко тяжелые дальнейшие последствия. Вот. Но в какой-то степени, наверное, он сам то, что он хотел, да, и я Мгм. позволяла ему там. Саш, сколько ты прожила одна? Ой, да не так долго. В апреле мы уже вот, разъехались, 21-го. Ну, собственно, в марте 22-го я уже приехала к Максиму. Замуж. Максим — это твой новый муж. Нынешний, да. Нынешний. Да, нынешний муж. И, вместе с Максимом вы уже переехали из России в Америку? Нет, нет, Максим здесь уже жил с 13-го года. У него там тоже М. своя история. Когда-то приехал в отпуск и остался. Мы с Максимом знакомы Мгм. с 27 лет. Ну, сейчас уже будет 28 в следующем году. То есть вы очень давно знакомы с Очень ним? давно знакомы, я его такая, мы познакомились в возрасте Ромео и Джульетты, мне было 15, ему 16. Вот, мы никогда не встречались, у нас не было там ни поцелуев, ни свиданий, ничего, но мы всегда дружили, много лет он меня любил, у нас была чудесная переписка, но я так, это, Мгм. он мне говорил: Мгм. ничего, 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 все равно все будет. Говорил, говорил, и вот, да. И Я, вот это случилось. да, у него своя история с его кровным сыном от первого брака, Мгм. короткого и сложного, в общем, там, это отдельная история, которую я тоже готова уже рассказать. И я ему помогала с его сыном, потому что он травмированный ребенок, я вот эту всю тему, что То есть кроме того, что ты помогала своему сыну, ты помогала еще его да, сыну? да, да, но дистанционно, потому что он уже Дистанционно. в То есть Америке. он жил в Америке, правильно, а ты жила в России? Да, и мы с 16-го года очень много общались, как вот у него начались. Мгм. Потом появился Дэвик, и мы вот на этой теме, на теме детей, собственно, мы и договорились. Ну да, то есть, ну, так скажем, 2 трудных ребенка, да, и вы, в общем, как-то решали какие-то вопросы психологические.
И в итоге на этом... Дети не трудные, у детей проблемы, трудные взрослые. Дети вообще не виноваты, они не трудные. С ними случилась беда, в которой они совершенно не виноваты. Это так. Да, это так. Саш, когда вы вместе уже начали жить, и вот этот вот переезд, я так понимаю, это тоже было таким неким ударом для Дэвида, Да, потому что это же, ну, переехать опять. да. Теперь мало того, что, да, ну хорошо, мама не меняется, но зато теперь нужно поменять страну. Это тоже... Не только страну, и мама тоже меняется. Во-первых, новая страна, да, новая. Мгм. Во-вторых, ну, для ребенка все-таки важно не то, что страна новая, а то, что человек, который является его миром, все-таки в таком возрасте Да. всё по большей части мама является Мгм. миром, а он остается в прежних габаритах, скажем так, для него. Да. Практически. А это поменялось. Я Мгм. приехала с тем, что я еду не только к Максиму, но и к Тристану. Я знаю его историю, я уже помогаю со всем, чем могу. Мгм. Языка я понимала. Я уже приняла его как своего Мгм. сына. И поменялась я. Меня стало меньше. Существенно. Появился Конечно. Ну, Максим, конечно. это еще один Конечно. ребенок. Надо меня делить. Плюс появились эти двое рядом с ним. Надо с каждому привыкнуть, понять, по каким А правилам. куда вы переехали, Саша? Где вы живете? Филадельфия. В Филадельфии жить. У вас дом. У вас дом или квартира? Ну, это как называется апартаменты. Это дом на 4 квартиры. Ну, как дом. Дом, понятно. То есть вы живете в доме. Мгм. Комнаты и 2 подъезда и 4 квартиры. Мгм. В школу Дэвид уже пошел в Америке, Да, правильно? в школу он пошел первый раз. В России он в школу не ходил. Он Да. мог пойти в 7, но мы по 2 причинам он не пошел. Во-первых, потому что он психологически не был готов. И Мгм. во-вторых, потому что по здоровью у него слабые глазки. И нам сказали, что до 8 лет лучше не напрягать, так иначе он может сильно потерять зрение. Потому что Мгм. это прежде всего все нагрузка. И у него дислексия. Не такая серьезная форма, но все-таки Мгм. мешающая Мгм. быстро читать. И никак не подходила ему школа, плюс его выгнали, ну, нас выгнали из 3 садиков за вот это, ну, вот, ну, не, вот очень важная тема — депривация. Я думаю, она глубоко Очень важно, да. внедрена Да. глубоко. Вот, когда взрослый не просто там может как-то авторитет, да, он просто чужой взрослый, то для ребенка не авторитет. Но очень часто и Мгм. авторитет, просто сам факт взрослого. Да, конечно. Никакими способами не можем. Ни строгостью, ни добротой, ни дисциплиной, ни любовью, ничем. Просто не, потому что у ребенка атрофирована эта часть. Нету, Мгм. не заложено, более того, разрушено. Мгм. Мгм. Поэтому вот в таком виде его отправлять в школу, когда он не срывает весь график рутинных занятий, когда он чё хочет, то и делает, когда Саш, он... то есть, в принципе, ну вот за сколько, за 3 года, да, до момента, пока вы уехали, переехали в другую страну, то есть, в принципе, ничего не изменилось? Или все стало более-менее поспокойнее? Я по поводу адаптации, то есть вот эти вот Ну, крики не-не-не, какие-то. изменилось очень много. Во-первых, больше, это было, ну, почти 5 лет, получается, с осени 17 Мгм. март 22, да. Мгм. Нет, изменилось, во-первых, крики ушли к 5 годам, ну, вот эти Ага, многокричащие. То есть отлично. истерики оставались, но они имели какую-то причину. Например, очень долго Мгм. отказывался выполнять обязанности, ну, типа прибирать игрушки, да. А долго отказывался нормально ходить в туалет. То есть вот Мгм. хочет уже все, и, простите, это уже Да, да, иди, не пойду. Хорошо, выходим, пойду. Вот это буду, не буду мы называли. То есть да, надо была мгм, раскачка нужна была. Туда-сюда, да, туда-сюда, мгм, туда. А, у меня этих историй в общественных туалетах, там в торговом центре, там в гостинице, у меня море этих историй. И меня иногда спрашивали, что он хочет. Я говорю, я не знаю. Ничего никто не может поделать. Ему нужна раскачка была, вот эта эмоциональная. мгм. Буду, не буду, ну понятно, да. Да. Мгм. Вот это долго, наверное, оставалось. Так вот, он пошел здесь в школу сразу во 2 Да, класс. Без языка. понятно. После полугода жуткой адаптации они дрались так, что я думала, я с ума сойду. Тристаном. Ну, конечно, да, с сыном со вторым. У нас вообще была просто жуткая адаптация у всех.
У всех ко всем. Кошмар. Травмированных ребенка. У Дэвика откат. А нам О, 6 лет. прости за вопрос. Почему Тристан с папой остался, а не с мамой? Ну, потому что причина травмы Тристана — биологическая мама Тристана. Мгм. И потому что у нее нет ни сил, ни желания заниматься ребенком, она хочет чего-то другого. Саша, что значит для тебя полюбить ребенка? А любовь — это когда люди нужны друг другу. Когда люди понимают, осознают и действуют в соответствии с этим. Когда все сходится. Когда нет иллюзий. Саша, вот скажи, пожалуйста, может быть, поделишься опытом с приемными родителями? Вот что нужно делать в момент, когда ты чувствуешь, что у тебя нет сил терпеть? Поделись, пожалуйста, вот когда ты доходишь до этой точки, когда хочется вернуть, а я хочу сказать, что я общаюсь с приемными родителями, 80% приемных родителей в тот или иной момент хотят вернуть ребенка. У них появляется не то, что там вернуть на деле, у них возникает эта мысль. Зачем я это сделал? И я же могу, то есть как бы для себя сказать, и я же могу его вернуть. Ну, то есть вот скажи, как не дойти до крайней точки возврата, когда ты берешь ребенка и пишешь, все, я отказываюсь от этого ребенка и заберите его обратно в систему. Нужно подготовиться. Надо очень хорошо разобраться в своей мотивации. Если приемный родитель хочет, чтобы ребенок появился и его спас от бездетности, Да. ну, это тяжелая история. Хотя это честная история, только надо себе в этом признаться. В этом нет ничего зазорного, в этом нет ничего стыдного. Вы нужны друг другу. У него нет мамы, у тебя нет ребенка. Все, сходится. Да. Не надо этого стыдиться. Но надо честно сказать. И не перекладывать на него свое внутреннее освобождение. Он не должен выполнять эту роль. Он тебя нагрузит еще больше. Что значит быть для тебя мамой? Мама — это кто? Такой вроде простой вопрос, но Мама — это любовь. Мама — это, безусловно, любовь. У меня мальчишки, когда пытаются со мной, ну, больше Тристан, честно говоря, побороться. У нас есть традиция, мы устраиваем бежки, их называем. Это на низком матрасе, есть определенные правила. Это в основном я их толкаю, пихаю, щекочу, кувыркаю, шлепаю там это, а они там пытаются куда-то добраться. да. Нельзя в лицо бросать игрушки, нельзя в меня там, ну, то есть там есть правила. Они их соблюдают и просто ха-ха-хи-хи, ну, чтобы телесный контакт, чтобы было весело. У нас есть такая традиция. И периодически это переходит уже в попытку со мной побороться. Каждый раз я говорю, мама, она для чего? Мама для любви. Мама дает любовь, мама учит любви. Мама — это любовь. Я надеюсь, что вам понравилась эта история. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Обязательно, друзья, оставайтесь такими же неравнодушными.